Друзья, приветствую всех из жаркой Камбоджи. Сегодня мы с Тимуром в выходной день решили поехать на море, чтобы в Камбодже не сидеть в Пномпене жарком. И мы приехали в отель Сохо. Сейчас вам покажу, что за отель. Прям мы уже заселились, очень интересный. Пойдем, все, пойдем. Ну давай, иди. Жарко, да? Прям такой тут ресепшн у них красивый. Все в национальном стиле, в дереве. Тут несколько корпусов. Вообще сам по себе отель очень большой. Мы сначала неправильно заехали, тут катались по территории. Вот такой номер здесь у нас. Заходи. Конечно, кровать специфическая. Но я уже не стал менять, потому что времени бы много бы прошло, пока бы все бы это у нас поменялось. Большой номер с видом на море. Вот на море немножко видно. И с видом на бассейн. Да. Так, сейчас вам покажу санузел. Такой санузел. Ванна есть. Даже. Ну, мини-бар, шкаф. Сейчас переоденемся и пойдем купаться. Территория. Прям видите, какая большая. Это всего лишь около одного корпуса. Там туда дальше. Прям огромное. Я сегодня попробую вам тоже еще все показать. Бассейн. Ну, сейчас никого нету на бассейне. Потому что, сами понимаете, жара просто стоит нереальная. Ну, смотрите, как красиво здесь. И для детей класс. И лежачки стоят. Все хорошо. О, сейчас мы возьмем это полотенце. Бич тауэл. Да, все. Yes. Пошли на море. Не, мы с тобой на море пойдем, потом в бассейн придем. Давай, пойдем сначала на море. Hello. На море давай пошли, посмотрим, искупаемся. Какой тут пляж? Тут пляж должен быть очень хороший. О, как красиво здесь. Ой, лежачки такие классные. С пуфиками. Ну, просто супер, кстати. Я первый раз тут, друзья. Белый песочек. Ну, море, конечно, такое. Не как на островах, но я думаю, тоже будет неплохо. Сейчас пойдем купаться. Купаться готов? Ну, надевай свои очки и стартуй. Ох, вон там, кстати, острова, вон там видно. Там на них что-то делают, курорты. Кстати, вот на тех островах очень много сейчас, немного, точнее, 2 курорта на маленьких островах. Я туда попаду уже, скорее всего, осенью. Вода, конечно, горячая прям. Вот около берега горячая, еще подальше заходишь, так нормально. А так, ну, самое жаркое время, вообще. Просто горячее около берега. Смотрите, вот такой пляж. Его, кстати, ходят, тут убирают. Но вот иногда вот бутылочки какие-то выносят. Ну, сейчас тем более еще на прибой идет с моря. Вот такой хороший пляж. Лавочки вот там стоят. Прям очень красиво. Вон там с той стороны беседки. Вот там такие одинокие виллы. Но мы в корпусе живем. Красивый тут бассейн.
Ну и вот тут ресторан у нас. Детская площадка тут такая интересная. Тимура я просто уже облюбовал. Здесь такие беседки. И уже под вечер, когда солнце не такое жаркое, вот люди выходят купаться. Ветер дует, конечно, водичка такая не особо красивая. Вот такой у нас обед с Тимуром. Пицца за 8 или 9 долларов. И вот, кстати, устрицы у них $3 одна штучка. Такие прям большие, тихоокеанские. Вот такой у нас вид. Дует ветер, прям прохладно. Приятного аппетита, да? Вкусная пицца? Она прям выглядит хорошо. Ну, как видите, друзья, солнца нет и полный бассейн. Только нам нужно солнце, чтобы загорать, а как видите, азиатам это не нужно абсолютно. Время без 26, и прям битком здесь все уже. Да, смотрите, здесь какая своя набережная. Прям красивая, отдельная для отеля. Наверное, это самый большой прибрежный такой отель вообще во всей Камбодже. Ну или, по крайней мере, в Синуквиле точно. А это тоже при отеле. Вот тут у них и пиво есть, такая кафешечка такая, закусочки. Как видите, просто проживание может быть вот в таких вот виллах, которые отдельно стоящие. Стоят вот там сзади, вот как видите. Просто виллы, к ним даже можно на машине подъехать. Такая мини-деревня получается. Это все территория отеля, друзья. Вот там какая-то вечеринка проходит. И вот здесь очень интересный, красивый такой дракон. А сзади дракона там такой комплекс, он называется Star Bay. Мы там, кстати, тоже продаем квартиры. Если кому-то интересно, тоже обязательно вы можете написать. Ого, какие-то интересные рыбы. Не только золотые, это какие-то цихлиды тут, наверное. Там черный большой рыбка. Да, дракон, конечно, такой очень специфический. Особенно его, ну не голова, а вот эти вот его лапы. Ну, в общем, в ту сторону вот можно идти еще, наверное, метров 300. Прям так далеко туда. Точно, это все территория отеля. Кстати, вот с набережной можно тоже сюда пройти. А нет, ну там какой-то охранник сидит. Он, видать, не пускает сюда людей. Я такой думал, что тут свободный проход. Наверное, свободного прохода не будет. А это, друзья, вот мы сразу вышли на набережную. Давно я тут не был. Тут, конечно, прикольно так, смотрите. Вот получается отель там, вот он, Сохо-Бич. Здесь вот такая набережная. На набережной, как видите, такая камбоджийская конкретная движуха. Еда, какая-то торговля. Но еще как бы рано, еще люди не подошли. Кстати, извиняюсь, если будет звук не очень, потому что ветер дует. Я пытаюсь хоть как-то его прикрывать, но петличку я с собой не взял, к сожалению. А вот, друзья, здесь происходит грандиозная стройка. Это Пенисула отель. 600 миллионов долларов он стоит по проекту. Очень мощное будет сооружение. Пятерка, такая люксовая пятерка.
Прям интересно, что получится. Года 3 будут строить. Так что Синоуквиль при всех, как говорится, таких кризисных моментах, которые здесь были, продолжает развиваться. И я думаю, что как бы ее впереди ждет хорошее такое будущее. Вместе со всей Камбоджей развитие будет происходить. Ты такое хочешь? Какой ты хочешь? Кстати, хотел поменять кровать сейчас. Просто на самом деле я лег на нее. Я вот с краю тут лежу полностью в свой рост, практически в 2-метровый. Она на самом деле очень здоровая. Просто огромная кровать. Она шириной, наверное, 3 метра вот так вот идет от одного края до другого. У нее диаметр, скорее всего, 3-метровый, наверное, вот такой. Прям очень большая. Друзья, что хорошего сейчас в Синоуквиле? В Синоуквиле можно гулять. Тротуары везде. Велодорожки даже тут. Вот, ну. Это очень классно. Этого, конечно же, не хватает в Пномпене. Там с тротуарами вообще никак. Конечно, на Пене тоже есть места, где можно погулять. Ну а здесь вот практически везде тротуары есть. Все-таки они молодцы здесь, все сделали для этого города. Ну и здесь, конечно же, казино. Везде казино. Такой игровой город. Много китайцев, кстати. Именно не которые здесь живут, а именно туристов. Даже наш отель сегодня заселилась. Прям я видел, прям такая большая группа, на автобусе их привезли. А здесь везде, как видите, идет уличная торговля. Так, кстати, вы, наверное, этот ролик уже будете смотреть, когда мы уже будем в России, потому что мы улетаем в Россию скоро, через буквально 3 дня. И остальные ролики будут уже оттуда. Будем вам показывать, как камбоджисты живут в Воронеже. Да, такой Синоуквиль, конечно, другой. Он очень сильно изменился по сравнению с тем, что тут было раньше. Была конкретная прям деревня, а сейчас такой город интересный. Многие, конечно, критикуют, там вот китайцы, там туда-сюда. Но это нормальная история, это прогресс. Страна от этого получила очень много, то, что сюда китайцы вложили. И уровень жизни вырос очень много, потому что туда пришли колоссальные деньги. Поэтому я не согласен с теми, кто критикует приход китайцев сюда. Я к китайцам отношусь хорошо, потому что я с Китаем работаю сколько времени и понимаю их культуру, понимаю их вообще мировоззрение, поэтому такие же люди, но немножко со своей такой вот другой историей, можно так сказать. По-другому немножко они к жизни подходят. А так, также среди них есть и нормальные, и не очень. Что я вот иногда смотрю, некоторые там просто про китайцев прям плохо говорят, про всех. Ну, не от большого ума. А такие люди здесь есть, кстати. Понятное дело, есть как бы и негатив, но, как и везде, есть как бы в любой нации есть негатив. Да, трансформер какой, смотри, интересно. Так, а мы вот пришли к этому торговому центру. Даже интересно посмотреть. Я все хотел туда попасть, и ни разу не мог туда попасть. Это вот Принц Молл, да, Принц Молл, сынок. Вот мы пришли с тобой к этому торговому центру. Так, друзья, вот рядом Старбэй комплекс. Там мы тоже продаем квартиры. У него построено два здания, а другие здания, вот они еще в стадии достройки. Принц Молл. Давай посмотрим схему, что тут у нас есть в этом торговом центре. Да что есть? В общем-то, что и везде. Я думаю, это не особо будет вам интересно, но хотя прийти погулять, если вы в Синоуквиле будете, вот тут вот можно пошопиться. И одежда есть, и
обувь. Ну, такой он не сильно большой, но и не маленький. Да, разные бренды. Вот даже Samsonite тут есть чемоданчики хорошие. Ну и всякие вот китайские, вот этот 361 Sport. Потом какие-то известные, какие-то неизвестные. Тимур уболтал меня на детскую комнату. Здесь есть детская комната, как видите. Что тут еще есть? Я вот слышал, тут есть такой ресторан. Все включено, $13. И 80 центов платишь, и барбекю тут у них интересное. Не знаю, может мы сходим с ним туда. Вот такой тут есть ресторанчик. Пошли! Тимур! Это какая-то кошка. Это кошка. Тут, кстати, прям много ресторанов всяких разных. Вот. Планируем где-нибудь сейчас поужинать даже. Кстати, такие прям интересные ресторанчики. Им их много. Да, но тут много всяких разных таких ресторанчиков интересных, китайских. И не только китайских, всяких разных. И азиатских. И кинотеатр тут, кстати, тоже есть. Что, мы сейчас пойдем утку, и потом будешь. Вот Тимур у меня выпросил такой яичный торт, я ему купил. А вот тут есть фудкорт. И на фудкорте много тоже всякой разной еды. Но мы пойдем утку сейчас пробовать. Папа, ты не Ну что, вот такой вот у нас сет. И еще один сейчас суп принесут. Конечно, это много. Много мне на одного, он стоит он практически $30. Ну ладно, попробуем. Да я вижу твои палочки. Палочки вижу. В общем, это намек, что это утка по-пекински. Но очень, кстати, даже неплохо. Так как уж, как я знаю. Ну такая, кстати, большая порция. Вот это еще можно будет все варить. Вот это тофу. Вот это, вот это. Кстати, утка прям очень хорошая. Ну, конечно, не совсем как по-пекински, но практически близка. А супцы такие, так себе. Ну, вот эта, кстати, лапша просто потрясающе была вкусная. А супы как бы так. Вот в детской комнате набил себе такую колоссальную шишку. С кем ты столкнулся там, а, сынок? Ты слышишь меня или нет? Нет, я еще мальчик. С мальчиком? Да. Вот так Пипец. сегодня я Ну, выйду. такая шишка серьезная. Мы, друзья, на завтраке. Большой и прям полный ресторан. Не иду я снимать там ничего. Вроде как бы много всего. Но мне кажется, в новотеле завтрак получше был. Точно. Но тут он зато включен. Вот это я себе взял. Тимур взял донатсы и молоко. Сок натуральный, апельсиновый есть. Вот такой кофе. Сама, я смотрю, эта компания Соха, она еще и занимается строительством. И вот у них здесь проект представленный на горе Бакор. А гора Бакор — это 1000 метров над уровнем моря. Прямо здесь рядом. Ну, та дорога такая по подъему очень специфическая. Но вот, это же интересно. У них здесь презентация. Не надо руками вот это трогать, не надо руками. Ладно, пошли, все, на море. Я хочу бассейн. Это вот фрески такие, как в храмах Анкора. Это, конечно, очень красиво. Мы идем на море, посмотрим, что сегодня с морем. Сегодня не так сильно штормит, я смотрю. С утра немножко покупаемся. Ну вот вроде тут все как бы хорошо. И пляж чистят,
И такая набережная красивая у них здесь в отеле. Но водичка в самом море, не знаю, может быть, в это время оно тут такое. Когда, конечно, ты на островах в кристально чистой воде плаваешь, это одно. А здесь вот она какая-то мутная. У меня есть подозрение, что потому что вот эту насыпь сделали, и, возможно, здесь какой-то залив образовался, вот какое-то, видать, отложение, они постоянно муть вот эту поднимают, и все. Все, мы сейчас в бассейн и поедем. Да, вот у бассейна здесь, конечно, эстетически вообще очень хорошо. Бассейн классный. Прям очень красивый. И он такой прям большой. Даже бар есть, можно к бару подплывать, кто хочет. А вот там, вот видите, здание такое следующее стоит. У него такая дырка, это тоже у них там бассейн. Это высокая. Там прям бассейн внутри. Там, конечно, очень классный вид будет на море. Все, друзья, мы выселяемся. Ну, вывод какой по отелю? Очень интересный отель, большой, хорошая, красивая территория. Завтрак, ну, так себе, я бы сказал бы. Потому что он очень большой ресторан. Вот. Ну, как бы мне не особо он зашел, вот, если честно. Море почему-то мутновато, я не могу понять почему. Если сравнивать с островами, то на островах вы сами видите, там вообще кристально чистая вода, красота. Вот. Так, друзья, мы едем на Отрес-Бич. Посмотрим, как там водичка. Я плаваю. Вот мы въезжаем на Отрес-Бич. И смотрите, здесь, конечно, очень много людей. Все парковочные места заняты. Смотрю, здесь просто битком. Бассейн, я как делал. Мне, кстати, вот это очень сильно напоминает какое-то Лазаревское. Вот когда ты там едешь вдоль моря Черного, там вот тоже такой вот прям летом в сезон такой поток машин большой, плотный. Ну а что, в Пномпене сейчас 39. Здесь вот показывает 34. 5 градусов разницы, серьезно. Люди как бы на выходной день по-любому уезжают. Папа, вот. Ну вот он, друзья, Отрес-Бич. Да, вот раньше, где здесь вот сейчас вот люди находятся, тут раньше были такие всякие ресторанчики. Ну, как видите, все здесь сейчас все изменили. Слушайте, ну вода тоже мутноватая. Я вот смотрю. Видать, везде сейчас такая, то ли сезон в такой, ну какая-то вода прям, ну не как на островах, безусловно. Не, ну хотя здесь по-любому попрозрачнее. Я вот вижу, что здесь водичка попрозрачнее точно. Ну, пойдем сейчас искупаемся. В общем, друзья, накупались, но вопрос, может быть, к старожилам Синуквиля. Почему вода такого зеленоватого цвета? Может быть, потому что все-таки такой жаркий сезон уже и начинается с какое-то цветение. Но на островах не такая вода точно. Даже вот здесь в Синуквиле, да, она намного прозрачнее там, где пляж Сохо, но все равно она такая с зеленоватым прям оттенком. Кстати, едем, вот, не знаю, видно, не видно в камеру, вот пожары. Просто вот горит все. Видно, что даже в джунглях там что-то горит постоянно. Видать, горит какая-то трава, кто-то, видать, поджигает. Может, она сама там от какой-то, может, вполне какой-нибудь бутылки начать гореть. Так что прям очень много всяких разных таких очагов вот видно. Прям дымка даже такая стоит.